Всем привет! Это вторая часть по способам развода на имущество, которыми пользуются мошенники на Амейзинге. На прошлом видео вы набрали больше 50 лайков, и вот новая серия. Пишите в комментариях, на какие еще темы вы бы хотели видеть ролики. Ну а я начинаю. Итак, первый способ – договор в сети. Это когда все обсуждение продажи происходит исключительно в ВК. Например, вы нашли интересный для вас номер на машину, так скажем, блатные номера в свободной группе Амейзинга, где часто люди выкладывают пост о покупке или продаже чего-то в игре. Весь ваш дальнейший диалог происходит в ВК. Вот пример подобной жалобы. Как человек хотел приобрести обычные блатные номера, а ему продали именные. В чем же проблема, спросите вы меня? Когда происходит общение в ВК, человек сможет удалить переписку. Да ты чё? Если очень быстро договоритесь о продаже. Также у администраторов нет доступа к логам ВК, поэтому в случае обмана вам будет трудно доказать, что вас обманули. Так, например, человек подал жалобу 19 июня, и из-за того, что они не обсуждали договор о продаже в самой игре, логов у админов не было, и были долгие разбирательства, настолько долгие, что ответ администрации пришел лишь через месяц, а именно 19 июля. И есть шанс, что вашу жалобу вообще могут отказать, исходя из правил. Что же нужно делать, если вы договариваетесь с человеком через ВК? Всю переписку нужно сохранить. Самый быстрый и простой способ – это переслать все сообщения в избранное или другу. Если человек удалит свои сообщения в переписке с вами, то у вас будут доказательства. Также иногда одной переписки бывает недостаточно. Ну или еще раз повторюсь, она вообще может ни на что не повлиять. Поэтому всегда обсуждайте договор о сделке в самой игре. Просто напишите все условия или скажите их в голосовой чат и зафиксируйте. В таком случае у вас будут неоспоримые доказательства, и если вас каким-то образом обманут, вы сможете быстро доказать это. Я думаю, что каждый любит халяву. Я могу ее вам устроить, слушайте внимательно. У меня есть промокод Эдрансон, который дает очень хороший бонус в начале игры. Плюс ко всему я дам вам 100 тысяч рублей за то, что вы указали мой промокод и прокачались до 5 уровня. А еще на моем канале скоро появится рубрика «Прокачка аккаунта подписчика», правила которые очень просты. Все, что вам нужно, это начать играть на Amazing RP, на сервере, на котором играю я, на Сильвере. Также вам нужно указать мой промокод Эдрансон и прокачаться до 5 уровня. Случайным образом я буду выбирать подписчика на МП просто в игре и прокачивать его аккаунт, давая от 5 и выше миллионов рублей. Шансы у всех равны, а я продолжаю. Следующий способ обмана уже не на имущество, а на доход. Назовем его «Спасибо за помощь». Допустим, вы нелегал и вас пригласил незнакомый вам игрок на ограбление, допустим, особняка. Вот вы уже все сделали и вам остается лишь завершить ограбление, а хост берет и кикает вас с нее. Ладно, все, пока, прощай, я всегда знал, что ты долбоёб. И завершает ограбление в соло. Все деньги достаются ему. Если с вами произошла такая ситуация, можете даже не идти на форум, ведь это РП-процесс, и такие действия не классифицируются как обман. Единственное, что я могу вам посоветовать, это ходить на ограбление лишь со своими знакомыми, ну или на свой страх и риск. Следующий способ очень похож на двойные ники, но он более простой и спалить его легче. Назовем его «Взял у друга». Человек говорит о том, что продает также суперзаряженную тачку, например, с аудиосистемой. Приезжает к вам на ней в маске и предлагает ее купить по очень выгодной цене. Вы идете с ним на тарку, и он кидает вам предложение о покупке этой машины. Вы соглашаетесь, и увы, но машина полностью сток. В итоге оказалось, что человек взял эту крутую машину у друга, а свою просто заспавнил. Чтобы не попасться на такую ловушку, просто просите ПТС машины, даже если цена очень дешевая. Убедитесь, что ник игрока такой же, который указан в ПТСе. Также запомните идентификатор машины и сверьте его перед покупкой автомобиля. Ну и не забывайте фиксировать покупку. Идем дальше, и способ улучшил авто. Раньше, еще до появления на рынке ларька, где можно приобрести чип, нитро и так далее у игрока, люди передавали свои авто, и человек должен был ставить улучшение на него, после чего, когда проходил ЭКД, он возвращал за определенную сумму улучшенный автомобиль. Сейчас же обмануть таким способом сложно, так как есть такой ларек. Но новичкам, которые плохо знают систему на Амейзинге, могут повестись на это. Так, например, в этой жалобе человеку хотели якобы подарить гидравлику и убедили игрока в том, что она не продается через ларек. Поэтому нужно это делать через старый способ. Игрок поверил и его обманули. Благо он догадался зафиксировать весь договор.
Чтобы не попасться на такую уловку, всегда фиксируйте свои покупки и приобретайте улучшения через ларек на рынке. И последний способ обмана, наверное, он самый глупый, а назовем его «добавь на нотарку». Бывают такие индивидуумы, которые предлагают вам купить их автомобиль по выгодной цене, намного ниже рынка. Приезжают с вами в нотарку и говорят: брат, все деньги слил в казике, денег нет даже на нотарку, дай 90к из цены вычту. Вы даете деньги, и он выходит из игры. На самом деле такой развод очень глупый, но всякие люди бывают. Если вы наткнулись на такого мошенника, зафиксируйте его обман и залейте жалобу на форум, так как он может провернуть свои грязные делишки не один раз. Пишите в комментарии, о чем вам рассказать в следующем видео, и как только мы соберем 40 лайков, выйдет следующее видео такого формата. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Поставь лайк, если любишь маму. Прокачка аккаунта подписчика ждет вас. Всем пока!